прорыв через границу. Беларусь начала аресты украинцев, заявление об отбитии атаки, реакция Киева и призыв к Лукашенко. 500 целей для ударов по республике. Москва меняет решение. Путин резко сдал назад внезапный подарок Зеленскому. Что происходит? Экстренное обращение к России в ООН, вывод российской армии, заявление об отступлении. Кремль призвали сдаться. И условия Киеву — полная капитуляция. ЕС готовит удар по кошелькам россиян. Обращение фон дер Ляйен к жителям страны. Выстрел в сторону Киева. Коалиция помощи рушится. Останутся ли ВСУ без крупнокалиберных боеприпасов? Что пошло не так? Битва за российский газ. Сговор в Европейском Союзе против Брюсселя. Детали. Не согласен с политикой РФ, лишись всего. Масштабные аресты имущества в России. Украинцы не готовы к наплыву трудовых мигрантов. Как вернуть из-за границы своих? И операция иностранных спецслужб в Москве. Мигрантов из Центральной Азии окрестили террористами. Детали. Об этом и не только, досмотрите. Друзья, всем привет, это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. 27 мая на календаре. Спасибо за поддержку. Я начинаю. Украинцы психологически не готовы к массовому притоку иностранцев в качестве рабочей силы. Об этом в интервью YouTube-каналу «Суспільне новини» заявила директор Института демографии и социсследований НАН Украины Элла Либанова. По ее словам, Украина исторически никогда не жила по-настоящему в полиэтнической среде, за исключением отдельных регионов вроде Закарпатья, Буковины и части Одесской области. Остальная страна, как отметила Либанова, оставалась монославянской, поэтому украинцы не привыкли жить рядом с людьми другой религии, культуры и образа жизни. Привлекая трудовых мигрантов, Украине важно не повторить ошибки Европы, которая сейчас захлебывается от количества мигрантов с другой религией и иным укладом жизни, считает Либанова. Но главная цель – вернуть домой своих, говорит демограф. Ведь Украина традиционно является донором рабочей силы еще со времен СССР, когда украинцы строили мосты, дороги, прокладывали нефти и газопроводы, возводили гидроэлектростанции в разных республиках. Не могу сказать, что так уж страшна угроза, но она существует. Что после войны, когда будет снят запрет на выезд мужчин, часть мужчин, чьи жены уже сегодня и дети находятся за границей, они поедут к ним туда, а не семья вернется сюда. То есть воссоединение семьи состоится, но не в Украине? ЕС готовит удар по уровню жизни россиян. Страны Евросоюза разрабатывают очередной, уже 21-й пакет антироссийских санкций, заявила на пресс-конференции в Вильнюсе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Новые санкции ощутят обычные российские граждане, говорит фон дер Ляйен. Они почувствуют последствия войны в своей повседневной жизни. О каких ограничениях идет речь, президент Еврокомиссии не уточнила. При этом на фоне растущей тревоги в странах Балтии из-за участившихся инцидентов с дронами Еврокомиссия резко усиливает риторику и военную подготовку восточного фланга ЕС. По словам фон дер Ляйен, Европа уже живет в новой реальности. Воздушные тревоги, убежища для семей, закрытые школы и перебои с транспортом стали частью жизни у границ с Россией. Поэтому ЕС ускоряет милитаризацию региона. Странам Балтии уже направили 1,5 миллиарда евро на оборону, системы обнаружения дронов и экономическую безопасность. Отдельно фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз хочет глубже втянуть Украину в европейское оборонное производство, а сам восточный фланг ЕС сделать ключевой линией обороны Европы. Помимо значительных национальных усилий, страны Балтии получат дополнительно 12 миллиардов евро через программу SAFE. Мы уже подписали план SAFE Литвы и готовы в любой момент подписать соглашение с Эстонией и Латвией. Мы уже сейчас инвестируем в возможности противодействия дронам, современные системы ПВО и защиту критической инфраструктуры. Братислава готова идти до конца в борьбе за российский газ. Об этом заявил словацкий премьер Фица. Сразу несколько стран Евросоюза, утверждает он, могут поддержать иск Словакии против Еврокомиссии из-за решения, предусматривающего прекращение поставок российского газа в страны ЕС к 2027 году. По словам Фица, многие европейские премьеры намекают, что готовы присоединиться к Братиславе. Кто именно, премьер-министр Словакии не уточнил, но заявил, что от энергетического кризиса страдают балканские страны, Италия и другие государства региона. Также Фица подчеркнул, он отвергает аргумент, что, покупая российскую нефть и российский газ, Словакия финансирует российскую военную машину. Испания, Франция, Германия ничем не лучше, говорит глава правительства Словакии, ведь эти государства закупают сейчас российский сжиженный газ в небывалых объемах.
Многие премьеры намекают мне, что, возможно, присоединятся, потому что мы видим, что сейчас происходит. Сегодня меня информировали о так называемой метановой директиве, которая говорит, что в Европу нельзя будет импортировать даже газ, не соответствующий определенным требованиям. Все это может привести к настоящей газовой бомбе в конце года, и многие серьезно нас предупреждают, что газ может стать огромной проблемой. Выстрел в сторону Украины с сокращением помощи. Чешская коалиция по поставкам боеприпасов Киеву трещит по швам. Из 18 стран-участниц осталось только 9. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на президента Чехии Петра Павела. Кризис начался после возвращения к власти премьера Чехии Андрея Бабиша, который пообещал, что чехи не будут платить за оружие для Украины. В Праге признают, часть стран больше не хочет финансировать проект и переходит на прямые закупки у производителей. При этом какие именно страны вышли из коалиции, в администрации Павела назвать не захотели. С 2024 года Чехия уже организовала поставки Украине более 4 миллионов артиллерийских снарядов. Формальная инициатива еще жива, но после выхода сразу 9 стран ее будущее оказалось под вопросом. Теперь судьбу проекта могут обсуждать уже на саммите НАТО в июле. Эта инициатива обеспечивала до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов для украинцев, поэтому в этом смысле ее нелегко заменить чем-либо другим. Резкое заявление в ООН и обращение к РФ. Генсек Антонио Гутерриш публично заявил, что глубоко обеспокоен планами Москвы наносить систематические удары по Киеву, в том числе по украинским оборонным предприятиям, центрам принятия решений и командным пунктам. Это заявление прозвучало на заседании Совбеза ООН после того, как Россия официально объявила о таких намерениях и по поручению Путина призвала дипломатов к эвакуации из украинской столицы. Гутерриш призвал стороны остыть и не допустить эскалации, которая бы затронула мирное население. Послушайте. Это заявление последовало за сообщениями об украинской атаке дрона по зданию колледжа и общежитию в украинском городе Старобельск, который в настоящее время оккупирован Российской Федерацией. В пятницу мы осудили атаку на учебное заведение, как мы осуждаем все нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили. Постпред России Небензя при этом раскритиковал Гутерриша, назвав его реакцию политической избирательностью, и из зала заседания ООН обратился вновь к Украине, заявив, что Россия будет наносить удары по Киеву. В Кремле же не дали четкого ответа, когда и как часто будут наноситься удары по украинской столице, в ответ заявив, что системность не говорит о периодичности этих ударов. Это слова Пескова. В то же время Москва не отказалась от своих планов. Целями названы военные объекты ВСУ, объекты иных силовых структур, которые не находятся в Киеве, говорит глава Комитета Госдумы РФ по обороне Картополов. В то же время в сети обсуждают и другое заявление. Путин резко сдал назад и сделал подарок Зеленскому. Бить под Банковой также никто не собирается. Центра принятия решений там нет. Во-первых, Верховная Рада не является центром принятия решений, точно так же, как в России, например, им не является Государственная Дума. Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары. То же самое можно сказать и об офисе президента Украины. Мы же все понимаем, что Зеленский там не появляется, он сидит в бункере, а в офисе у него 2 охранника и 5 уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогостоящие боеприпасы на, по сути, пустое место? Картополов также не смог ответить на вопрос, будет ли главной целью Москвы удар непосредственно по Зеленскому. В Госдуме РФ уверяют, что это решение зависит только от Путина. И одновременно с тем Картополов заявил, что Украина должна выполнить условия Москвы. Удары будут продолжаться, пока Зеленский не сядет за стол переговоров и не сделает то, чего хочет РФ. Речь о выводе войск ВСУ из Донбасса. Напомню, Украина уже неоднократно заявляла, делать этого не будет, так как это означало бы полную капитуляцию Киева. В то же время в ООН прозвучало другое заявление уже Украины и о выводе войск. Путина призвали сдаться и отступить, а также вывести войска России. Мы вновь требуем, чтобы Российская Федерация немедленно прекратила свою агрессивную войну и обеспечила полный немедленный и безоговорочный вывод всех своих сил и военной техники со всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. Беларусь отбила атаку ВСУ. Такое заявление накануне сделали в Минске, обвинив Киев во вторжении в воздушное пространство страны и неоднократном его нарушении. Заявление принадлежит госсекретарю Совбеза Беларуси. Далее цитата.
На этом фоне ежедневно нашими средствами ПВО фиксируется регулярное пересечение границы Беларуси и Украины боевыми БПЛА и их падение на нашей территории. В некоторых случаях это не случайные атаки, а попытки поразить элементы пограничной инфраструктуры, прикрываясь якобы случайными залетами. Только за последнюю неделю их было 116. Дежурные силы по ним применялись 59 раз. Украина уже отвечает, там назвали заявления Вольфовича абсурдными, намекнув на то, что Беларусь безосновательно и бездоказательно обвиняет Киев в провокациях, а при этом должны быть данные объективного контроля, и если было так много эпизодов, то где вещдоки, задаются вопросом в Госпогранслужбе Украины. У меня вопрос, это же сколько приходилось сдерживаться, чтобы молчать о таких провокациях украинцев, и к тому же их ПВО, видимо, может фиксировать только украинские средства, потому что то, что залетает в Украину из Беларуси, они почему-то не фиксируют. В то же время ВСУ готовы ударить по Беларуси, но в ответ, если Лукашенко пойдет на условия Путина и вновь отдаст территорию для операции армии РФ против северного направления Украины. 500 целей уже на карандаше у сил беспилотных систем Украины, заявил командующий СБС Украины Мадяр Бровди. Далее цитата. Минскому гауляйтеру Лукашеску: «Пес, который лает, не кусает. Хищная птица не такая. Первые 500 целей уже на карандаше. Бесплатный и очень практичный совет. Не попадайся на глаза Украине. Народу веры и выдержки не зламни. А еще максимального внимания к оповещениям ПВО и жить». Минск при этом заявил и о прорыве у границ украинцами. Вольфович также утверждает, что мужчины, бегущие от мобилизации, смогли попасть на территорию Беларуси и были тут же арестованы. И вот почему. За последний месяц задержано 76 таких нарушителей. Часть из них — это шпионы с конкретными террористическими задачами. Наши службы Комитета государственной безопасности, ФСБ, естественно, по ним предметно работают, обмениваются информацией и постоянно держат руку на пульсе. Отмечу, что обвинения прозвучали на фоне встречи Зеленского с белорусской оппозиционеркой Тихановской в Киеве. Сам Зеленский накануне упоминал в своем заявлении Лукашенко, сказав, что тот говорил и предлагал провести встречу президентов Украины и Беларуси в Киеве. В итоге так и произошло, сказал Лукашенко, а приехала Тихановская. Акцентировал Зеленский, намекнув, что она президент РБ. Радий вас бачити, Світлана. Секретные переговоры по Украине. В Берлин, пишет Политика, срочно прибыл главный украинский переговорщик Умеров. В материале говорится, что он отправился в столицу Германии на фоне предупреждений России о системных ударах по Украине и призывов, адресованных к иностранным дипломатам, покинуть Киев. Переговоры проходят в максимально закрытом режиме, пишет издание, ссылаясь на осведомленные источники. В канцелярии Мерца отказались раскрывать детали встречи, сославшись на ее конфиденциальный характер. Украинское посольство в Берлине также хранит молчание, говорится в материале. 2 человека, знакомые с ходом встречи и пожелавшие сохранить анонимность из-за чувствительности обсуждений, сообщили Политика, что Умеров встретится с советниками по национальной безопасности группы Е3 Германии, Франции и Великобритании. Ничего тайного и экстренного в визите Умерова в Берлин нет, заявили в его пресс-службе. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины действительно участвовал в важных переговорах с советниками Мерца. Но обсуждалось исключительно оборонное сотрудничество Украины и Германии, говорится в сообщении. Послушайте. Секретарь СНБУ Умеров работает в Берлине, где встретился с госсекретарем МИД ФРГ Заутером. Стороны обсудили вопросы безопасности, переговорный процесс и оборонное сотрудничество, в частности, дрон-дил между Украиной и Германией. Это подтвердили в пресс-службе Умерова. Уже 5 областей на чеку. Украина ускоренно готовит позиции к круговой обороне. Часть на севере страны на фоне заявления об угрозе нового наступления РФ, в том числе со стороны Беларуси. В Одесской области вокруг города уже строят многокилометровые противотанковые рвы, блиндажи, устанавливают зубы дракона и колючую проволоку. В Киевской области к обороне готовят 32 населенных пункта, включая сам Киев, а на Волыне власти уже определили маршруты и места полной эвакуации приграничных сел в случае удара с белорусского направления. Спикер сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что в Днепропетровской и Запорожской областях к круговой обороне готовят уже 99% городов,
даже небольшие Орехов, Камышеваха и Вольнянск. По его словам, фортификации строят и обновляют постоянно, потому что без поддержки такие линии обороны быстро приходят в негодность. Одессу и раньше готовили, поэтому это плановые работы, которые ведутся уже 2 или 3 года. Что-то строят, совершенствуют, наращивают планы обороны. Мы постоянно смотрим, какие участки нужно восстанавливать, где что-то разрушается или на что влияют погодные условия и так далее. Потому что если это не поддерживать, то за полгода все просто зарастет травой. Не согласен с политикой государства, лишись всего. Арест имущества негодяев. Именно так спикер Госдумы РФ Володин назвал новый закон, который позволяет арестовывать и конфисковывать имущество уехавших за границу россиян, не согласных с политикой Путина и войной против Украины. Документ прошел сразу 2-е и 3-е чтение. Арестовывать будут собственность тех, кто совершил правонарушение против интересов России за рубежом. В список таких преступлений, как заявляется, вошли нарушение статуса иноагента, дискредитация армии, отождествление действий СССР и нацистской Германии, участие в деятельности нежелательных организаций и другие политические статьи. Закон позволяет силовикам забирать имущество уже на этапе административного дела, без полноценного суда. Спикер Госдумы заявил, что закон направлен против тех, кто наносит вред России и потерял совесть. По его словам, особенно это касается российских деятелей культуры, которые выехали за границу. Закон вступает в силу с 1 сентября 2026 года. Операция иностранных спецслужб на территории РФ. Мигрантов из Центральной Азии в России окрестили террористами. Их массово вербуют для выполнения опасных приказов. Об этом заявляют в ФСБ России. По словам главы ведомства Бортникова, террористические группировки активно ищут и вербуют своих сторонников среди трудовых мигрантов, приезжающих на заработки в Россию. Особая опасность, по его словам, представляет деятельность филиала ИГИЛ Вилаят Хорасан, который целенаправленно вербует людей из Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Казахстана и непосредственно в РФ. В спецслужбе уверяют, что уже удалось предотвратить несколько нападений, которые планировались с помощью завербованных трудовых мигрантов в разных регионах России, в том числе и в Москве. Друзья, на этом все. Спасибо вам большое за поддержку. Как всегда, напомню, мне будет приятно, если оставите свой лайк, комментарий и сделаете репост этого видео. До встречи уже завтра.